Удар по России, уничтожение военных баз за считанные часы. План действий уже готов. Резкое заявление из США. Трамп снова готовится к встрече с Путиным. Кого президент назвал победителем и что происходит с политикой Вашингтона? Лукашенко готов на большую сделку за спиной Москвы? Как на это отреагируют в Кремле и все ли тут так просто? НАТО идет на эскалацию. Решение о выделении миллиардов уже на столе. Куда пойдут эти деньги? Столкновение поездов, катастрофа и десятки пострадавших. Названы первые результаты расследования. Об этих и других самых главных событиях вечера вторника 14 октября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Российские управляемые авиабомбы ночью ударили по Салтовскому району Харькова. Один из прилетов пришелся на территорию больницы. Всех пациентов оперативно перевели в другой медцентр. По данным Суспильна Харьков, не менее 6 человек получили ранения осколками стекла. В пострадавшем отделении лечились пациенты с диабетом. В корпусах выбило окна и двери. Лежал, в телефон смотрел. Оно как шарахнуло, и окно вылетело, и я з кроваті і поповз. І до виходу поповз. Дуже гучно було, двері повилітали, в мене вікно відкрилося. Мені просто пощастило, що в мене на інший бік палата виходить. І тому я сіла тільки дуже страшно. Дуже страшно, серце аж заболіло. Мэр Игорь Терехов сообщает о повреждении ЛЭП. Без электричества остаются около 30 тысяч семей. Медики обследуют эвакуированных, спасатели локализовали возгорание. Ситуация на Харьковском направлении остается напряженной. Враг продолжает давление под Купянском. Фиксируется продвижение на отдельных участках фронта в Донецкой и Запорожской областях. Трамп учит историю, вероятно, готовится ко встрече с Путиным. Это заняло 3000 лет, чтобы прийти к такому моменту. Вы можете в это поверить? И это соглашение продержится. Оно продержится, говорит Дональд Трамп. В египетском Шарм-эль-Шейхе президент США вместе с лидерами Египта, Катара и Турции подписал соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Документ, который уже называют поворотным для Ближнего Востока. Но прошло не без странностей. Президент США отмечает, что документ определяет правила и рамки будущих мирных переговоров, которые должны положить конец затяжному конфликту между Израилем и Хамас. По словам Трампа, этот успех стал самым трудным прорывом в истории, а его следующая цель – завершить войну России против Украины. Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси подчеркнул, что подписанный план открывает путь к решению так называемого плана двух государств для мира между израильтянами и палестинцами. В знак признания его усилий Трамп был награжден высшей египетской наградой орденом Нила. Я подтверждаю нашу поддержку и стремление к реализации этого плана, который создаст необходимый политический горизонт для воплощения решения о двух государствах. Это единственный способ удовлетворить законные чаяния палестинского и израильского народов, положить конец конфликту и жить в мире. На саммите присутствовали более 20 мировых лидеров, включая президента Франции. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не прилетел. Как сообщили источники в медиа, Турция и Ирак настояли на его исключении из встречи. По данным турецких СМИ, президент Реджеп Тайип Эрдоган даже пригрозил развернуть самолет, если Нетаньяху появится в Египте. И самолет президента Турции кружил над Красным морем, пока не получил ответ. Подписание соглашения в Шарм-эль-Шейхе стало первым случаем за десятилетия, когда основные посредники региона США, Египет, Катар и Турция достигли единого плана стабилизации Ближнего Востока. Правда, отсутствие Израиля на этой встрече дает пространство для манипуляций. Но на этом странности не заканчиваются. Президент США пожелал премьер-министру Венгрии успеха на выборах 2026 года и заявил, что Виктор Орбан побьет свой прежний рекорд. На пресс-конференции в Шарм-эль-Шейхе в рамках мирного саммита по Газе Трамп внезапно обратился к Орбану напрямую. Oh, Victor, where is Victor? Victor, we love Victor.
О, Виктор! Где Виктор? Виктор, мы любим Виктора. Виктор, я так его называю с небольшим акцентом. Ты великолепен. Да, я знаю, многие со мной не согласны, но я единственный, чье мнение имеет значение. А ты великолепен. Он отличный лидер. Я поддержал его на прошлых выборах, и он победил с отрывом в 28 пунктов. В этот раз ты победишь еще увереннее. Слова Трампа прозвучали на фоне падения рейтингов Орбана и его партии Фидес. Главным соперником премьера называют лидера партии ТИСа Петера Мадьяра, чья политическая сила стремительно набирает очки перед парламентскими выборами в апреле 2026 года. Таким образом, Трамп не только вмешался в европейскую внутриполитическую повестку, но и фактически обозначил, кого США считают своим союзником в регионе. Поможет ли поддержка Трампа Орбану завоевать обратно доверие венгров? Как думаете вы? Пишите в комментариях под этим видео свои мысли. Очень интересно будет узнать. Прямое вторжение России в Польшу или другое государство НАТО не похоже на начало войны с Украиной. Ответ Альянса будет быстрым и поражающим. Силы ВВС и сухопутные войска НАТО способны в первые часы уничтожить ключевые российские объекты, в том числе военные базы в Калининграде и Севастополе, предупреждает об этом экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Если Россия решится на открытое нападение на страну НАТО, цитирую, это будет совсем другая война, и Калининграда в первые же часы не будет. В первые часы Калининграда нет. Все российские объекты уничтожены. Любые российские военные объекты в Севастополе тоже. Если бы мы были лучше подготовлены и сразу после начала полномасштабного вторжения, которое мы ведь видели заранее, мы бы сказали, не смейте этого делать, иначе мы дадим Украине все необходимое и поможем восстановить ее суверенитет. Если бы это стало нашей четкой целью, то сейчас ситуация была бы совсем другой. Ходжес подчеркивает, что сравнивать возможный конфликт РФ-НАТО с началом войны России против Украины неверно. Масштабы реакции и риски эскалации совсем разные. НАТО расширяет программу вооружения Украины. Еще 7 стран готовы присоединиться к закупке американского оружия. На данный момент профинансированы поставки на сумму около $2 миллиарда, однако Киев рассчитывает на ежемесячное пополнение в размере еще $1 миллиарда. Коалиция стран, финансирующих поставки оружия Украине через программу PURL, растет. Тому маємо сьогодні 6 країн, які внесли конкретні суми для її наповнення, для продовження цієї програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще 7 країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми. Инициатива, разработанная летом Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте, позволяет союзникам закупать американское вооружение для Украины напрямую, ускоряя логистику и сокращая бюрократию. Мы поговорили об этой программе, об этой инициативе с экономистом и главным консультантом Украинского национального института стратегических исследований Иваном Усом. Условия погашения этого кредита, что как только Россия выплачивает компенсацию Украине за нанесенный ущерб, а тут надо понимать, что на сентябрь 2024 года Киевская школа экономики оценивала в 1 триллион 164 миллиарда долларов ущерб, нанесенный, собственно, России и Украине. А так как год прошел, то я думаю, что уже можно говорить о порядка 1,5 триллиона долларов. Соответственно, у России выбор: компенсировать 1,5 триллиона, либо разморозить свои 300 миллиардов. Россия это делать не будет. Соответственно, вряд ли будет платить Украине репарационные платежи. Поскольку Россия не будет платить репарационные платежи Украине, это будет основание для Украины не возвращать кредит ЕС, а для ЕС это будет основание не возвращать России замороженные активы Центробанка. То есть, соответственно, в этой ситуации Россия не получает замороженные активы, Украина не платит кредит. Ну и, в общем, что касается ЕС, да, с одной стороны, это вроде как бы потеря денег, но опять-таки 140 миллиардов, которые они теряют, а 300 миллиардов, которые остаются у них. Украина делает ставку на получение дальнобойных ракет и современных систем ПВО, чтобы усилить оборону на фоне растущих российских бомбардировок.
На востоке Словакии масштабная железнодорожная катастрофа, десятки пострадавших и первый анализ причин столкновения поездов на востоке Словакии указывает на человеческую ошибку, заявляет об этом министр внутренних дел. По предварительной версии, один из машинистов не уступил дорогу, из-за чего поезда оказались на одном пути. Musím skonštatovať, že na to, ako to na tom mieste vyzerá, Судя по тому, как выглядит ситуация на месте, к счастью, у нас пока нет сообщений о погибших. Министр здравоохранения сообщит вам текущую информацию. Трудно подобрать слова. Думаю, это огромная трагедия, но будем надеяться, что число тяжело пострадавших не увеличится. И прежде всего, что это столкновение не унесет ни одной жизни. Авария произошла утром 13 октября. По уточненным данным, пострадали более 70 человек, 7 из них в тяжелом состоянии. Железнодорожная компания сообщает, что один сотрудник железной дороги находится в тяжелом состоянии тоже. Место столкновения оцеплено, на месте работают следователи и спасатели. Причины трагедии продолжают выясняться. Лукашенко готов на большую сделку. Он заявил о позитивных сдвигах в возобновлении белорусско-американского диалога и подчеркнул, что восстановление отношений с Вашингтоном будет строиться исключительно в интересах Беларуси. Знают ли об отношениях Минска с Вашингтоном в самом Вашингтоне, он не уточнил. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов наши вопросы и требования. Предложение Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались. Все расскажем, когда придет время, говорит самопровозглашенный. Ну а пока будем действительно ждать. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.